В Москве и в стране сейчас ощущается острая нехватка мечетей. Что бы ни делали общественные деятели, к сожалению, процесс пока стопорится. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Не надо создавать проблемы, не надо создавать площадки для торга. Надо принимать политическую волю и определять, где должны стоять мечети и сколько их должно быть, и где должны стоять церкви, где должны быть синагоги. В том числе, если церкви, то католические. То есть не надо ущемлять людей. Если смотреть царское время и те периоды, тогда же вообще было легко мечети не строить, и всем сказать, там, не будет мечети, никто бы там не дергался, да, не было же никакой демократии. Почему-то тогда подходили с пониманием. И сегодня, мне кажется, надо подойти к этому вопросу с пониманием. Не давать этот вопрос на откуп там обывателей. В мытищах там люди выйдут. Там не люди выходят, выходят там организаторы, которые выводят людей, которые не хотят там, да, там выйдут, там выйдут. А потом это все, когда у меня люди выйдут, скажут, церкви не стройте у нас. Тогда к чему можем прийти? Так это неправильно. Это надо и церкви, и Союзу мусульман России, и тем, кто занимается синагогами, там, католическим, всем собраться, обсудить, сколько нам надо. Во-первых, не делать из этого там торговлю какую-то там политическую. Это религиозная тема. Сколько надо, с этим предложением общим выйти на уровень. И это все озвучить все вместе. И надо 20 в Москве. Значит, 20 их надо строить в Москве, мечети. Для этого не надо же, там же не бюджетные средства. И мусульмане, и христиане, и я имею в виду православные, и иудеи, все скинутся, будут свои эти мечети, синагоги и церкви строить. Мне кажется, так надо делать. Ну, конечно, они должны быть. Они должны быть в том составе, в котором хватило бы. Я сегодня наблюдаю, когда какие праздники руководство Москвы вынуждено выбирать площадки. Вот я читаю в интернете, поле для гольфа будет отведено для... Ну, неправильно это все. Сегодня поле для гольфа. Завтра там, ну, это что, по остаточному принципу, что ли, там. Это неправильно. Это мы, опять же, межрелигиозным неприязнь создаем между людьми. А потом удивляемся, откуда это все появляется. Оно отсюда и появляется. Почему? Потому что нет условий для реализации своих там прав человека, религиозных в том числе. Если выработать общую схему, принять политическое решение и все это запустить, тогда не будет ни митингов, ни демонстраций. И, конечно, бесспорно, после этого, когда это все будет создано, и сама такая, есть еще часть оголтелая, которые прикрываются религиями, начинают там сходить с ума, их легче тогда успокоить. Почему? Потому что все поймут. Сегодня, когда молодежь собирается, это вообще мусульмане собираются возле мечети, мест не хватает, начинают занимать переулки, улицы, все остальное, это же вызывает негатив у той части населения, которая не молится возле этой мечети или в мечети. Но многие понимают правильно, что а куда деваться? Это же когда православный праздник и возле церкви, вокруг церкви люди собираются, никто же не делает на это особый упор. Но опять же здесь я в укор не мусульманам, а те, кто считает себя мусульманином, ходит на молитву и потом оставляет после себя мусор, я бы им сделал укор, что так мусульмане себя не должны вести. Если вы стали на улице там, или там, на перекрестке или где-то помолились, подберите за собой эти куски обои, уберите за собой, как истинный мусульманин. Почему? Потому что первая заповедь – это чистота и тела, и души, и вокруг. Как ты можешь вот так оставлять это все? И это негатив любого православного или любого неверующего, который в окно смотрит, за этим наблюдает. Как можно после этого одобрять эту религию, этих людей? Да, вот здесь, конечно, надо поработать и имамам мечети, которые должны очень хорошие диалоги здесь проводить, и родителям, и всем, что только враг религии может так поступать. В любой религии должны быть те люди, которые Бога боятся. А человек, который боится Бога, с Богом в душе, он везде будет быть чистый, и честный, и порядочный. Мне кажется, вот такие вещи надо в комплексе решать. А в целом должна быть политическая воля, чтобы определить, сколько надо построить, и строить их, и не бояться этого. Как вы относитесь к проблеме ношения хиджабов? Она сейчас довольно остра в стране, возникает много таких Мне ситуаций. кажется, что это тоже только торг.
И мне совершенно я в республике запретил вообще эту тему поднимать в университетах или в госучреждениях там, или в других местах, общественных местах, где ходит в хиджабе, ходит, это ее полное право. Никто не должен там воспрепятствовать, никто не должен этому мешать. Это, не надо вообще на это обращать внимание. Вообще никак не надо обращать внимание. Вот мы говорим про хиджабы. Я вчера был на мероприятиях судебных приставов. Там сидят монашки. Чем они отличаются? Их одеяние от тех, кто в хиджабе. Ничем совершенно. Совершенно те же закрытые лица. Это религиозный подход. Почему мы должны на это вообще обращать внимание? Кто хочет такой, кто хочет такой. Не приставайте друг к другу, не оставьте друг друга в покое, и все. Я по этому поводу даже, знаете, как говорил, это может там и неправильный пример, но тем не менее. Я сегодня водитель троллейбуса, а ты водитель автобуса. А вот тот водитель трамвая. Мы же не можем друг друга упрекать, у кого профессия лучше, и заставлять выбрать профессию водителя троллейбуса, да? Ну, человек сам себе выбрал, оставьте его в покое, пусть он ходит, и в чем ходит. Единственное, я говорил про школы, в школах, там есть, вот у нас в Республике есть уставы школ. Определенно это все, общий порядок, общий. Мы сейчас хотим даже так же, как в Ставропольском крае, взять, например, и сделать общую форму одежды в школах. Вот там, если в школьном уставе нету формы одежды хиджаб, до школы пускай ведут ребенка в хиджабе. Дальше ребенок идет в школу. Религиозный урок есть урок труда, есть урок физкультуры, есть общие уроки. Вот там должны все соблюдать вот эти формы. Почему? Потому что это не религиозное учебное заведение, это светское учебное заведение. Это одно, и второе, все должны быть равны. В чем здесь, опять же, психологический фактор? Мне ни один человек не докажет, что девочка маленькая в первом классе, или во втором классе, или в третьем классе не хочет ходить в бантиках, в косичками и красиво одеваться, чтобы было. Ни один мне не докажет этом. Потому что ребенок увидит там других детей, она хочет также красивые бантики и такие же красивые заколки. Ну, это законы физики. При этом мы создаем психологический барьер. Мы, во-первых, почему-то видим всех, кто в хиджабе, это террористические смертницы. И не только в регионах России. У нас даже к этому относятся в школах, так, с подозрением начинают к этому относиться. И ставим сразу барьер между детьми. Второе, вот недавно показывали в Ставропольском крае школу, где в хиджабах дети. Они отдельно девочки в хиджабах сидят, другие девочки отдельно сидят. Зачем мы создаем эту психологический барьер между детьми? Оставьте, пусть они учатся, вырастут, и при поступлении после школы, среднего образования в вузы, пусть сами выбирают. Кто хочет там в хиджабе, пусть идет в хиджабе. Она студентка, она выбрала свою профессию, свою жизнь. Она уже взрослый человек, пусть выбирает, идет. Но в школах, мне кажется, это мое мнение, сугубо мое личное мнение, должно быть строго как бы не разделять ни в коем мере.